Приветствую всех! С вами Юля, вы находитесь на канале Ауникири. И это видео также будет про обзор готовых работ. А также на этой неделе мы съездили с котиком к стоматологу. И о результатах я расскажу в конце видео. Начну я, пожалуй, с крабиков. Нашла бесплатный мастер-класс от иностранного автора на английском на крабика в ракушке. И мне показалась это интересной идеей и необычной. Я сразу подумала о том, что можно будет ракушки в разных цветах сделать, а также украсить их по-разному. И вот такой вот крабик по этому мастер-классу получился. Видите, он идет вот так вот на возвышение. Изначально я не знала, каким цветом мне связать ракушку, так как по мастер-классу ракушка идет в таком песочном или бежевом цвете. Но мне этот цвет больше напоминает камушки, чем ракушку. Хоть ракушки в природе, да, именно таких бело-коричневых цветов или бело-черно-коричневых. Ну, такой первый вариант крабика получился. Тут все связано по мастер-классу. Но мне хотелось добавить объем этой ракушки. Мне показалось, что она смотрится такой как бы плоской и больше похожа на шляпку. Потому я чуть-чуть изменила сначала схему. Вот на примере этой ракушки. Видите, она не просто пирамидкой идет, а именно такой выпуклой частью. Каждая завитушка более выпуклая. Вот, и я хотела именно так сделать. И сейчас покажу, какие следующие крабики у меня вышли. Давай посажу сюда. Второй крабик получился вот такой. Сейчас сравним вместе с вами. Видите, ракушка более объемная. И постаралась выделить ее с помощью нитки. Уже после вязания вышила ниточкой границы ракушки. Также я уменьшила эту схему в красной части на один ряд. То есть связала меньше на один ряд, так как мне показалось, что тут слишком выпукло выходит. Ну, в общем, я экспериментировала. Это второй вариант такой вышел. Тут больше похоже на ракушку, но все равно такое, как на пироженку. Скорее. И дальше я подумала о том, что можно сделать их более интересными, добавив пучеглазость. Добавить пучеглазые глазки. И следующий вариант. Уже тоже решила сделать эту ракушку еще больше объемной. Видите? И такие огромные просто глаза, как я люблю. И это третий вариант такой получился. Изначально мне хотелось ракушку эту сделать именно разноцветной. Я подумала, что это интересная идея, и можно будет сочетать много разных цветов. Но похоже, что это не выглядит так, как я себе представляла. И она стала меньше похожа быть на ракушку и больше похожа на шляпку или пироженку, я не знаю. Как будто это подворот шапочки, желтая часть, это просто шапочка идет, а это бубончик. Вот теперь я не могу это развидеть. И последний крабик вот такой, самый яркий и тоже пучеглазый. Глазки тут я чуть-чуть подальше расставила и также сделала их менее выпуклыми. И вот такой итоговый результат. Красивые яркие крабики, но единственное, только я в этом вижу ракушку. Мои домашние изначально подумали, что это шляпка, что это крабик в шляпке. Потому я не знаю, как это будут видеть покупатели. Видите, в этот раз я украсила фон так, как будто это пляж.
То есть это как будто море там или океан, а это песок. И будем на эту картину выставлять следующие игрушки и добавлять разных персонажей, водных морских жителей. Мастер-класс бесплатный. Название и автора я напишу в закрепленном комментарии. А также могу измерить рост. В высоту он получается 7 сантиметров 2 миллиметра. Ну, а в ширину вот тоже около 7. Вяжется единой деталью без пришивных элементов. Я участвую в мини-марафоне, или как авантюре, которая проходит у Даши в чатике ВКонтакте. И там одним из заданий было связать морских жителей. И я вспомнила, что давно не вязала вот этих красотулек нерпочек от Светланы. Такие милашки получаются. В этот раз я взяла крючок 3 миллиметра, и они получились побольше. Вот. Украсила цветочком таким, мне показалось, это будет смотреться интересно. Ну а также для девочек у меня только желтый цвет был в наличии для платьица, потому все они в желтых платьицах. 3 красотки. Посажу ее в круг, будет плавать на круге, как раз под цвет платья. И вот 2 таких. Просто бантик и цветочек с разных сторон. Такие милашулечки. Вязала их из более тонкой пряжи, китайской. Китайский велюр. А если вязать их из плюшевой пряжи, то они будут еще больше. Так, ростом 9 сантиметров в длину. Глазки ставлю им 10 миллиметров, а носик 5 миллиметров. И припудрила им щечки. На платьице не стала добавлять никакой декор, так как у нее акцент идет на бантик и тут цветочек, чтобы не переборщить. Мастер-класс бесплатный. Ссылку на него я оставлю тоже в закрепленном комментарии. Так, не знаю, наверное, их уберу, чтобы сильно много не засорять фон. И несколько крабиков тоже уберу. Вот так оставим. Связала также по бесплатному иностранному мастер-классу, который находится на ютубе, вот такого вот кроху тюленчика. Он совсем малыш. Если честно, то я думала, что он выйдет побольше. В мастер-классе он вяжется из тонкой пряжи, из акриловой вроде бы. У него, конечно же, он там еще меньше. А я связала из плюшевой пряжи, так он все равно остался маленьким, таким крохотным. Глазки у него 8 миллиметров, а носик 5. Так, все равно фокусируется. Нет, мы уплываем, значит, чтобы не фокусировалась на ней. Так, ну смотрите, он совсем маленький, особенно в сравнении с нерпочкой. Это такой маленький тюлень. Вяжется очень быстро, но получается прям очень маленький. Я люблю очень маленькие игрушки, но я не знаю, почем их продавать. Ведь все равно, если даже маленькая игрушка, то на нее также уходит пару глаз и носик. Так. И мне показалось, что ему не хватает чуть-чуть удлинения в этой части. Мне хотелось, чтобы он был не сразу вот так вот раз и все, а более вытянутой формы. Я понимаю, что это самый минимальный, самый мини вариант, который
наверное, можно придумать. Будем считать, что это его детеныш. И после этого мне захотелось его чуть-чуть расширить в этой части, увеличить. И дальше, честно, я уже не помню, какой именно тут был первый, какой второй. Я начала просто пробовать его увеличивать в этой части, чтобы он был более вытянутой формы. Но при этом оставался тоже маленьким. И сейчас будем сравнивать вместе с вами. Так, это изначальный вариант. А этого уже идет он чуть-чуть на удлинение. Не сильно заметно. Я сначала одним способом это делала, а потом уже думаю, нет, все-таки этого недостаточно, и пробовала разные способы также. Добавила ему мячик, как будто это... Ну, мне показалось, что этому тюленю чего-то не хватает. То есть он сам по себе маленький, миленький, но так как он совсем крохотный, то надо ему добавить что-то такое, чтобы он выглядел интересней. И у меня были такие помпончики, и я добавила их, как будто это мячик. Мне сразу эта поза напомнила цирковых тюленяшек. А так как мячиков таких у меня не было, то помпончики у меня пошли как мячики. Так, не знаю, куда вас. Вот так вот буду ставить. У одного мячик вот так вот в хвостике, у другого на голове. Но в идеале мне бы хотелось, чтобы этот мячик был прямо вот тут вот на носике. Но есть минус в том, что если я мячик прикреплю сюда, то этот мячик закроет всю мордочку и будет смотреться неуместно, потому я оставила его на голове. Вот. Также можно украсить их по-разному. Вот видите, это уже чуть-чуть подлиннее. И вот такой итоговый вариант у меня остался. Навязала их, вязала их, пока мне не надоело. Вот. Потому что я не знаю, будут они актуальны или нет. Тут вообще этот помпончик смотрится как шляпка какая-то. Вот, но все, грубо говоря, одинаковые. Только у некоторых еще вот декор добавила, которого практически не видно. Я вам показывала его в покупках в прошлых видео. Видите, как это смотрится на игрушке. Также у всех, у кого есть мячики, они разным цветом. Вот. А этому аж 2 аксессуара добавила. Можно добавить ему клыки, и получится моржики, да? Или еще какие-то аксессуары на ваше усмотрение. Да, как я уже сказала, мастер-класс бесплатный. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Но он на английском языке, возможно, там есть автодубляж или субтитры на русском. Да, забыла измерить рост, самое главное. Так, а кто тут первый был? Вот. Вот видите, он 3, ну, 3,5, 3,8, где-то так. Смотря как его вообще мерить. А те, что у меня чуть-чуть подлиннее. Но по высоте такие же. Еще по заказу мне нужно было связать 10 губок бобов. И я их связала. Вот. Также в этот раз делала галстуки из фетра, так как мне нравится, как это смотрится в этом виде. Схема моя бесплатная.
можете найти у меня на канале. А также, как я уже говорю, к каждой игрушке ссылка на мастер-класс будет в закрепленном комментарии. Все одинаковые, потому что вязала их одновременно, да, и тут нечему быть разным. Глазки 10 миллиметров. Ростом они, как и обычно, наверное, 6,5-7 сантиметров. Показываю вам их часто, потому уже не знаю, что нового можно о них рассказать. Такие красавчики получаются, милые и маленькие. Можно как брелок, можно как маленькую игрушку использовать. Это уже не в морской тематике, но я хочу их вам показать. Они связаны тоже по заданию в Дашином марафоне. И нам нужно было связать собачек. Я вспомнила интересный мастер-класс, который давно уже не вязала. Эта игрушка была моим первым опытом вязания игрушек, которые стоят на 4 лапках. И это щенок. Вот такой мопсик по мастер-классу от Галины. Это платный мастер-класс. Его можно приобрести в Инстаграм у Галины Скляр. Я сразу, когда их увидела, я в них влюбилась. Они такие миленькие, ну, просто прелесть. Хоть я больше люблю котиков, чем собачек, потому что у меня у самой дома котик. Но в этих собачек было невозможно не влюбиться. И еще на фотографии у Галины они так прикольно смотрелись, на друг друга стояли, смотрели, как будто в игривой форме, как будто они вот, как, только подпрыгнут или заигрывают, или в такой игривой манере. Потому что лапки у них, видите, идут не просто прямо, а вот как будто он... Ой, я не знаю, наверное, это даже не видно. Вот так вот. Чуть-чуть пригнулся и готовится подпрыгнуть или машет хвостиком. Также у него вот такой закрученный хвостик. Напоминает мне поросячий, но я не знаю, наверное, у этой породы такой хвостик и есть. Или они просто так любят их закручивать. Я связала таких 2 песиков. В этой игрушке есть пришивные детали. Это голова и ушки. Вот. Так, как мне поставить тебя? Я захотела во втором варианте проэкспериментировать. И вторую собачку я связала с другим выражением мордочки. Вот. Я пришила ей ушки чуть-чуть ниже. И мне кажется, она такая лапочка, как будто грустяшечка маленькая. Очень мило смотрится. И для меня это девочка. Она такая очень милая. И потому у нее красный ошейник. В моих мыслях и в моих задумках эта девочка. Возможно, для покупателей это будет и мальчик. Не обязательно привязываться к какому-то одному полу. Вот кто кого увидит. И я не могу решить, какой вариант ушек мне нравится больше. И какой вариант ушек смотрится уместней именно для этой породы. Это мопсик. У него висячие ушки, он как веслоухий. По фотографиям я посмотрела. Ушки у него находятся вроде бы и далеко от мордочки, но вроде бы и высоко. И потому я не смогла решить, какой вариант мне нравится больше. Единственное, что я вижу, что этот вариант смотрится милее в моих глазах, а этот более игривее. Потому это мальчик, а это девочка. Но какой вариант ушек, расстановки ушек смотрится уместнее именно для этой породы и смотрится более похожим вариантом для собачки.
этой породы. Я не могу решить. Подскажите, пожалуйста, если у кого-то, может быть, есть такая собачка или кто-то более насмотренный в этом плане, чтобы я уже смогла для себя решить, каких собачек мне вязать в будущем, на каком варианте остановиться, или же делать в 2 вариантах, и чтобы это было уже на усмотрение покупателей и было своего рода разнообразие небольшое. Ну и они отличались друг от друга. За счет того, что тут ушки расставлены больше, на большем расстоянии, то голова смотрится больше, хотя и у одного, и у второго голова абсолютно одинаковая. И вязала я головы одновременно. Но они такие малышки, маленькие получаются. Возможно, на камере они смотрятся больше, но на самом деле это буквально ладошечная, можно сказать, игрушка-собачка. А вязала я их крючком 4 мм. Если бы вязала 3,5, то они бы вышли еще меньше. Так, 15 сантиметров в высоту, если не ошибаюсь. 15 сантиметров, да. И в ширину 13,5. Но мне нравится, как они все-таки игриво вот так вот стоят. Я не знаю, как вам это показать со стороны. Возможно, попробую сфотографировать и вставить какую-то фотографию, чтобы передать эту атмосферу именно щенячью, такую игривую. Потому что сверху это не так видно, как сбоку или снизу, не знаю. Вязала их из пряжи Розетти, вот этот вот цвет, а черный Woolens Bunny Baby. Можно сказать, вяжется легко, но тут также присутствуют свои нюансы. То есть это не цельно вязаная игрушка, но тем не менее получаются маленькие. Но смотрятся они очень мило. Автора и название этого мастер-класса я напишу в закрепленном комментарии. Чуть не забыла про покупки. Вы уже видите мои покупки. Я все-таки приобрела круги. Все-таки и до меня дошло это заразность кругами. Я тоже заказала. Заказала аж 24 штуки в комплекте. Но все-таки несколько из них пришло спущенными. Есть способ их надуть, но я еще не пробовала этого делать. Покажу, какие виды просто. Вот в виде пончиков. Но почему-то именно те, которые пончики, они не совсем прям круглые, а чуть-чуть, можно сказать, овальные. Возможно, это случилась деформация при запечатывании их. Ну, вот такие пончики. А остальные вот некоторые с дельфинами, а некоторые с уточками. Тоже разных цветов, розовых, синих, зеленых и желтых. А насчет способа, которым можно надуть такой круг, он еще не проверенный, но озвучу вам, и возможно кто-то пробовал этот способ или у кого-то есть другие способы, как можно это исправить. Но способ, тот, который я знаю, заключается в том, что с помощью шприца где-то в незаметном месте, допустим, где-то изнутри, сделать отверстие и надуть с помощью шприца. А это отверстие потом быстренько заклеить с помощью суперклея Момент. Капельку на эту дырочку капнуть. Но сложность заключается в том, что я не уверена в тех кругах, которые уже пришли спущенные. Возможно, они не были изначально спущенные. И если они спустились, значит там где-то есть дырка.
а ее как-то нужно найти. И я пробовала это найти с помощью воды и пены. То есть в мыльную воду я вот так вот окунула круг и держала его под водой. И чуть-чуть надавливала, чтобы посмотреть, где пузырьки идут. Но никаких пузырьков не видно было, я не знаю. По идее, этот способ должен работать, чтобы увидеть, где пробит круг или где пропускает. Но у меня этого не получилось сделать. Потому я пока и не пробую надувать те круги, которые уже пришли спущенными, потому что считаю это чуть-чуть рискованным. Потом, когда эти закончатся, я попробую. И оставлю их на время, чтобы посмотреть, спускают они все-таки или нет, если все-таки получится их вообще надуть. А заказывала их, эти круги, на Тему. Такой комплект стоил дешевле, чем покупать их по 10 штук или по 5. Ну, я пожалела, что заказала так много, так как пришло несколько спущенных. Возможно, они спустились из-за того, что шли в таком, можно сказать, большом количестве. И из-за этого спустились некоторые. Не знаю. Если этот товар остался, то я могу с вами поделиться ссылкой. Как и обещала, расскажу про нашу поездку к стоматологу с нашим котиком. Мы записались в другую клинику, не в ту клинику, в которой был кардиолог, так как в этой клинике более опытный стоматолог. Мы приехали заранее за час, и зайдя в клинику, мы увидели, как много там посетителей. Там были и собачки, и кошечки, и птички. И сразу это внушило больше доверия, так как если там так много пациентов, значит там хорошая клиника. Так интересно вышло, что практически на то же самое время, но только к другому врачу, была записана и собачка Вилли. И нас чуть не спутали, к какому врачу мы записывались. Наступила наша очередь, и стоматолог посмотрел зубки у Вилли, а также я показала ему все анализы, которые мы сдавали у кардиолога. Он посмотрел на зубки, сказал, что есть зубки, которые точно нужно удалять, а есть зубки, которые нужно все-таки проверить с помощью рентгена, что там с ними внутри происходит. И он предложил нам сделать рентген. Но этот рентген делается необычно. Его не делают без наркоза. То есть и в этот раз ему потребовался не сильный, но все равно наркоз. И я переживала на этот счет, спросила у врача, а можно ли ему это делать. Он сказал, что да. Сказал, что мы оставили котика вместе с переноской у них на полчаса, а потом они нам уже отдадут его после рентгена зубов и уже после того, как он придет в себя. Очень волнительно было, но я понимала, что эта процедура необходима для того, чтобы сделать диагноз и сказать точно, какие зубы и сколько нужно вырывать. Прошло полчаса, врач вышел и рассказал нам про ситуацию, которая у него с зубками. Он нам сразу показывал рентген и показывал, какие зубки и почему их надо вырывать. В итоге нам нужно вырвать 4 или 8 зубок, там 2 под вопросом. И знаете, что я узнала про зубы у котов? Что они портятся симметрично. То есть, если один зубик с одной стороны воспалился или там начинает портиться, то второй также испортится вместе с ним. То есть, если там выпадет один зуб, то второй тоже, как я понимаю. То есть, они вот так вот симметрично работают. Думаю, какой ужас, бедные коты. Хорошо, что у людей не так, но я так еще подумала, что я бы не хотела быть котом. Что так зубы портятся, и так у них не так много зубок, еще и портятся симметрично. На рентгене он показал, что, оказывается,
у Вилли были уже зубы, которые тоже были больные, и они разрушились и срослись с костью. Это самые дальние зубки большие, которые у него были, тоже с обеих сторон. И сказал, что у него такая болезнь зубов, при которой зубы разрушаются изнутри. Он там как бы вроде как я поняла, не так воспален, а он просто разрушается, и это видно на рентгене. Врач сказал, что вырывать все зубы ему не надо, и нельзя этого делать. Мы спросили, нужна ли операция срочно, или можно подождать, так как у нас есть свои там проблемы. И он сказал, что это не срочно, и мы решили, что поедем на операцию где-то через месяц. Также врач нам сказал, что тоже нужно пить обезболивающее на постоянной основе. И выписал то же самое обезболивающее, которое нам выписывал кардиолог. И все, мы поговорили, договорились, что запишемся через месяц. И также перед операцией будут еще предварительный анализ крови, биохимия. А сейчас мы пьем таблетки от давления, а также обезболивающие. Я прочитала в инструкции, что это обезболивающее тоже чуть-чуть снимает воспаление зубок и уменьшает боль зубную. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и он пойдет на поправку. И будем готовиться потихоньку к операции. Спасибо вам, что посмотрели это видео, что провели это время со мной. Всего вам доброго, здоровья, мирного неба над головой, хорошей погоды и хорошего настроения. Всем пока!